почему Европе, Евросоюзу, да, трудно с вами общаться. Конечно, я думаю, что все рады были бы как-то иметь дело с Беларусью. Я отвечу, почему вам со мной сложно. Хотите? Давайте. Вам со мной сложно, потому что я не танцую под вашу музыку. Я провожу независимую политику. И от вас, и от кого угодно, от американцев, от англичан, от Евросоюза, я вижу свой народ. Но вы что, скажете, что я своих соседей там теребил? Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Никогда. Вот здесь саммит Нормандской четверки по Украине, и здесь прекращена была война. Да, там постреливают до сих пор, но войны нет. Тысячами не гибнут. Мы сделали все. Всегда говорил, что соседи от Бога. Их не выбирают. Мы что, литовцам, латышам какие-то проблемы создавали? Никогда. Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или в Америку. Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали. Вы управляли мятежом с территории Польши. Вы, а за вами стояли американцы. Вы пришли в наш дом, мы вас не звали. Объясните, пожалуйста, одну вещь. Вот я находился на границе во вторник, да, когда произошли стычки как раз. И когда мигранты начали забрасывать польские войска камнями, кирпичами, палками, элементами пограничного заграждения, когда они начали ломать пограничные заборы, белорусские солдаты стояли, смотрели, ничего не сделали для того, чтобы остановить этих мигрантов. Вот почему? Это нормально, вот, штурмовать границу? Стив, не выхватывай из общего контекста один эпизод. Теперь слушай, как было. В подавляющем большинстве из 2100 человек они мирным образом просили поляков пропустить в Германию. Подошел польский офицер и начал объяснять, слава богу, мы это засняли. Там даже голос слышен, что вот таким образом надо сделать, в пункте пропуска, подать заявление, и мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска, и они все снялись и туда пошли. Дальше что было? Следующий эпизод. Не камни были. Они стали на колени перед этими польскими офицерами, понимая, что их уже пропустят, наверное, или заявление возьмут. Они стали на колени, извинились перед ними, что неудобства создали, и начали просить их пропустить. Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, что тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вот как было. То есть возьмите в целом эти эпизоды, и мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельства зафиксированные. Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию? Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Вы нарушили государственную границу как минимум. Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию. Почему вы не говорите о той благотворительности, о том сочувствии, которое проявляет мой народ в отношении этих беженцев? Вы же как фашисты поступили. Слушайте, люди спят под открытым небом. Вы включаете прожектора, сирены, вы включаете эти мигалки и прочее, прочее. Вы летаете на вертолете. Ты же понимаешь, вот сейчас следователи докладывают, распылили этот слезоточивый газ, вода, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало. Почему BBC не рассказал? Почему на своем канале об этом не рассказал, что польские вертолеты летали над границей?